Видео про игры, которые, считаю, стоит упомянуть, но при этом не являются лучшими по моему скромному мнению в этом году. И раз уж я сделал эту игру наикрупнейшей частью тайтловой картинки, то и тянуть с ней не собираюсь. Можно восхищаться, можно плакать, можно трижды проклинать его, но Киберпанк вышел таким, каким вышел. И не мне вам рассказывать, сколько всякой же посраний с ним с тех пор было и сколько будет. Весь остальной интернет справляется с этим и без меня. И не думайте, что я как-то собираюсь по-хитрому оправдать игру. О нет, ведь я умею только сыпать соль на рану. Они заслужили все, что с ними происходит, и даже больше, а людей может хотя бы опять на полгода хватит не хайповать очередную амбициозную игру. Особенно, когда весь успех компании до этого зиждется буквально на одной игре. А главный урок здесь в том, что ни одна маломальски крупная компания вам не друг. Особенно, когда она то и дело пытается убедить вас в обратном. Но давайте представим идеальную ситуацию, что в Киберпанке внезапно пропали все баги. Что имеем тогда? Ну, ничего особенного. Главное, что я вижу, с чем Киберпанк справляется лучше, чем все остальные собраты по жанру, так это только со вторичными квестами, которые могут посоревноваться по проработке с иными главными квестами из других дрочилок в открытом мире. Но на этом все. Геймплей оказался предсказуемо неглубоким из-за того, сколько всего они пытались вместить, но достаточно функциональным, чтобы не раздражать, плюс более-менее удобный интерфейс. В итоге, как только сюжет в этой игре закончится, я в жизни в нее не вернусь, так как если захочу поиграть в стелс-экшн в сеттинге Киберпанка, я лучше свалю в Deus Ex, шутер с циферками Epic Loot, то затем в Borderlands или Destiny, в то время как клевая боевка от первого лица так и осталась в Dark Messiah Might and Magic. Они сосредоточились ни на чем и получили ничего толкового взамен. На этом можно и разойтись. Так что даже в идеальном мире Киберпанк для меня будет лишь окей игрой с клевыми квестами, где, как ни странно, без плеяды забавных глюков он не будет столь запоминающейся игрой в принципе. Like a Dragon довольно забавное название, потому что оно означает Ryuga Gotoku. Именно то, как игры по Якудзе и называются в Японии, в то время как Якудза, как название, было лишь западной адаптацией для серии. Но при этом они убрали цифру 7, в то время как в Японии и ранних анонсах она есть и была Якудза 7, то есть Ryuga Gotoku 7, ну вы поняли. Вообще 7-я Якудза делает много вещей правильно сразу, хоть и пытается сделать много нового для серии. Абсолютно новые ведущие персонажи, которые очень даже хороши, абсолютно новый геймплей, который тоже хорош, хоть и немного казуален для JRPG, но это ладно. Даже типичные Якудза сайд-квесты отлично ложатся на обновленную игру. Но случилось ужасное. Как и любая другая Якудза, 7-я часть состоит на 60% из сюжета и диалогов, и эти 60% были окончательно для меня потеряны, когда в 13 главе из 15 она пошла на поворот сюжета, который превзошел все допустимые границы глупости, которые могут быть в Якудзе. Если бы эта глава не была так поздно по игре, то уверен, я бы не смог доиграть до конца, ведь этот поворот сгубил, что было до него, и то, что случилось после, ведь сюжет вплоть до титров так и не смог оклематься. Итак, чтобы вы знали, о чем идет речь, далее идут омега-спойлеры. Если вы планируете играть, то можете скипнуть до этой временной отметки, но если вы сомневаетесь в покупке, и отвратительный сюжет может вполне повлиять на ваш выбор, то на свой страх и риск советую ознакомиться с ним. Но ребенок так или иначе родился, о боже мой. Господи, родила в гребаном туалете или где-то. Она справлялась сама, пока я работал, где мог. Уже теперь, считаю, что этого никогда не было. Как будто это какая-то неприятность, которую можно как-то скрыть. Боже. Да и никого у нас не было, чтобы научить нас уму-разуму. О боже. Поэтому... А ну-ка. О боже, он спер его историю, что ли? Это же да, это один в один история с этим была. О, не, ужас какой. Это он запер ребенка в гребаном шкафчике, а я это на Ракаву думал. God damn. Ужасная хер. Мы же попадем в ад за это, не так ли? Господи Иисусе. Я это знаю наверняка. Что ты говоришь? Я уже забыл, что произошло. Вау, Савашира, камон, бро.
Холодно здесь, идем домой. Капец, нахер сраный. Нет, я возвращаюсь. Почему просто в детский дом не отдать его? Я... Камон, то есть... Запирать его там, это вообще какой-то извращенный метод убийства. О боже, я должна вернуться. Что? Уже... Пусти это все, уходим. Нет, ты отпусти меня. Дерьмо. Да, Соушера был потрясающим. Опа-на, и там уже этот, наверное, выдолбил. Открывайся, открывайся. Окей. Шкафчик. Что он это делает? Он пытается его открыть. Неужели он понял, что там ребенок? Ну как? Окей. Походу вся эта мелодрама. Это мой ребенок. Водится в нет. Ну, это же к лучшему, верно? Нормально. Парень вырастет его. Кто знает почему, но он спас нас. Выручил, по идее. Верно же? В итоге все образуется. Ну, образовалось в лучшем свете. Эй, ты в порядке, держись. То есть, получается... Так, стоп, так эта история того тоже была правдива? Он же не знал, типа, где она заперла. Короче, каким там... Вот эта чушь, которую я ненавижу. Короче, обоих детей, тот, который был у Саушира, тот, который был у Аракава, были заперты в одном из шкафчиков, короче. Аракава нашел его ребенка, господи. Да блин, то, что двух детей запирали в шкафчиках в один момент перед Новым годом, да, ну это вот на чушь похоже больше. Почему остальные могут, а что я не могу? Ба! Может быть, был еще один ребенок? Вот, нет, тогда это омега чушь. Что же делать? Под лицо отнесем? Нет, я его придержу себя. Канэ-чан может вернуться за ним? Нахер сюжет этой якудзы. Думаете, оно в порядке? Говорят, жизнь была в опасности. В тот момент я понял. Тот человек взял не того ребенка. Этот сюжет может идти нахер. Я больше не люблю эту якудзу за сюжет. За сюжет я больше эту игру не люблю. В моем топ-10 она... Итак, для контекста еще ранее по истории нам говорят, что один ребенок был заперт в шкафчике. Потом в 13 главе оказывается, что у двух тупых парочек была одна и та же тупая идея запереть младенца в шкафчике в одно и то же время. И абсолютно случайно они оказались в соседних шкафчиках. Каким-то образом Аракава услышал, что только один плачет в шкафчике, и при этом не своего ребенка. А вы знаете, что бывает, когда сраные младенцы орут? Они орут сраной какофонией. И тут они молчали по очереди, словно хотели, чтобы их перепутали. Потом знакомые мамы Ичибана из Шангрила находят его после Аракавы. Но раз они так хорошо знают его маму, они точно знали, что она водится с Аракавой, но никогда не пытались выйти на него и поговорить о том, что у них есть его ребенок. И это несмотря на то, что все они тусят в Камурачо, буквально в 2 шагах друг от друга. Знаете, что пошла эта игра нахер. Знаете, я еще готов принять тот факт, что Кирью никого не убивал во время погони в Якудза Zero. Но здесь я провожу черту между смешным бредом и хреновым сюжетом. Для меня они просто стали все на одно лицо. Я чуть ли не религиозно играл во всех эксклюзивы, но перед Death Stranding решил сделать конкретную остановку и четко дать себе понять, что если это очередной стелс-экшен от третьего лица в открытом мире, то лучше не надо. Ведь они все теперь словно делаются под копирку. Акцент на голливудском сюжете средней паршивости, добрая примесь толерасти, плюс ничем не выдающийся геймплей, если это не самоповтор, потому что сиквел. Единственный почти соблазнился Ghost of Tsushima, но даже с этой игрой я жду значительной скидки, так как лучше Assassin's Creed, но не от Ubisoft, не совсем та похвала, от которой тянет раскошелиться.
Тут я хотел бы поговорить о Other Side и Fate Tactics в первую очередь, но это примерно относится и ко всем другим. Очень жаль признавать, но инди чаще всего не тянут такой жанр, как тактический RPG, пока они не пойдут на экстра усилия, к которым инди-студии чаще всего банально не готовы. У них всегда не хватает глубины, дополнительного контроля над ошибками, способности оторваться от своих вдохновителей достаточно далеко. Самое обидное, их новые идеи обычно только делают изначальную формулу хуже. Элементы рогалика в Other Side полная фигня и баланс из-за них страдает. Тактика Fate Tactics сводится к одному и тому же из-за их системы трехступенчатых действий, а в прокачке нет никакой глубины. Сюжет в обоих играх просто-напросто не может поддерживать интерес достаточно долго, чтобы протянуть вас через повторяющиеся скучные элементы. Из-за чего в итоге мы получаем парадокс, так как жанр довольно нишевый и крупные фирмы редко рискуют выпускать их, только остается ждать очередной Fire Emblem или XCOM. Вы когда-нибудь были одержимы игрой? До той степени, что перепроходили ее вновь и вновь, при этом подряд. И перед тем, как некоторые из вас люди будут строчить о том, что да, мне игра так понравилась, что сразу же начал по новой. Нет, тут нет любви излишней, а именно что натуральная одержимость на пустом месте. И Trials of Mana именно такая, ее ремейк не обладает ничем выдающимся. Средненький по всем параметрам проект проходится легко и просто. Никакого челленджа, смотрится хорошо лишь в статике, в остальном проступает явная экономия на ресурсах, но то ли дело в простоте, то ли в задизайненной реиграбельности, что игру можно проходить разными пати и получить разных финальных боссов, то вкупе с простотой и краткостью спровоцировало на подобное. Но я проходил ее снова и снова, за разных персонажей, разными классами, добивал всех секретных боссов и не успокоился до тех пор, пока не заспидранил всю игру за 3 часа, лишь бы поставить хоть какую-то точку на всем этом. Я уверен, мне больше нельзя в нее играть, а то у меня складывается впечатление, что меня засосет туда словно в Джуманджи. Пока что видео было на довольно негативной ноте, но поверьте, все это заканчивается здесь. Далее идут игры, которые были хороши, но просто не дотянули до моего топ-10 совсем немного. Samurai Jack, на удивление, офигенная игра по лицензии, что разорвет вам жопу, словно какой-то Ninja Gaiden, потому что и делалось теми же людьми, что стояли за Ninja Gaiden. Если бы не дебильная система ломающегося оружия, словно прямиком из ботвы, которая лочит по идее половину боевой системы, вы банально будете пользоваться только катаной да кулаками, так как они не ломаются и достаточно эффективны. Ну и сюжет не особо толком блистает, просто вам выдумывает дурацкую причину, чтобы пройтись по некоторым событиям всего мульта, ну а в остальном это отличный экшен. Risk of Rain 2, один из самых офигенных переходов из 2D в 3D, они смогли сохранить атмосферу, из-за чего ты безошибочно понимаешь, в какой игре этот сиквел, несмотря на гигантские отличия на поверхностном уровне. Я провел множество часов в Early Access, так и на релизе, но я начал понимать, что главное веселье происходит в первый цикл и в коопе, в остальном границы между особенностями персонажей смываются, и ты лишь ждешь неминуемой смерти. Плюс, если не чистить систему лунарных монет, то данная система довольно фиговая. Плюс, перейдя в 3D, вы слегка потеряли контроль над происходящим. Обычно в рогаликах камера пытается охватывать максимальное пространство вокруг вас, чтобы смерть не казалась совсем уж бесчестной. Но из-за особенностей Risk of Rain 2 может показывать вам лишь то, что перед вами. Поэтому вы то и дело дохнете от какой-нибудь хрени, что вмазалась или застрелила вас со спины. Поэтому хоть и получил массу удовольствия от нее, даже в законченном состоянии игра не тянет для меня на одну из лучших в году. Но если вы хотите поиграть в кооп рогалик с кучей секретов, то найти что-то похожее будет довольно трудно. Bloodstained Curse of the Moon 2. Хороший сиквел, но на этом собственно и все. Он не особо старался изобрести что-то новое, типичный момент, то же самое, но больше, и сравнили углы прошлой части. Вот и все, что можно про нее сказать. Все изменения положительные, но слишком большая схожесть с предыдущей частью не позволяет этой спин-офф серии реально расправить крылья. Интеграция Bloodstained как франшиза способна на большее. Streets of Rage 4, на удивление, то же самое, что и с Bloodstained. Самые большие изменения здесь сугубо графические, но это неплохая попытка вернуть Streets of Rage на экраны мониторов после долгой спячки. Здесь дальше они будут смелее, наподобие того, как смело решилась делать шаг вперед в серии River City One Step from Eden. Надеюсь, некоторые из вас помнят Mega Man Battle Network, потому что эта игра геймплейно пытается повторить именно ее. Боевка при этом на омега-стероидах, но сюжет у нас стал каюк, и его тут банально нет. Жаль, что лучшей стратегией в итоге становится набрать побольше спелов, чтобы легче спамить, не думая ни о чем. Но отличное доказательство концепта, что боевка Battle Network можно развивать и дальше. Жаль, что размах довольно мал. Capcom бы приютить их ребят и дать им нормальный бюджет на подобный проект. Fall Guys и Genshin Impact. Да, знаю, клевая комбо. Как и любая игра-сервис, они со временем выветрились. В принципе, обе неплохо показали себя, но как только они надоели, то понял, что вряд ли когда-либо к ним вернусь. Panzer Paladin.
Клевый классический платформер с парой своих идей, по большей части завязанных с мехом, в котором вы проводите большую часть времени, без претензий на что-то нереально крутое. Зато можно сделать меч хрен и послать его кому-нибудь онлайн. Окей, я торговался с совестью, пересмотрел список первых 10 лучших игр в году несколько раз, искал предлоги оставить его там, но финальный список не оставил ей шанса. Для меня NSR не принадлежит к 10 лучшим играм в этом году. Геймплей слишком корявый, несмотря на то, какой задорный у игры настрой и классный характер. Но ничего, в качестве искупления моих грехов перед этой игрой Зук и Мэй будут открывать каждую позицию в будущем топ-10 видео. Ну, там мы увидимся, друзья мои. Как можете видеть, клевых игр в году было достаточно много. Если здесь и в будущем топ-10 вы не найдете игр, которые считаете лучшими, то я, скорее всего, банально в них не играл. И помните, ваш список лучших игр может вполне даже отличаться от моего, и это вполне нормально. Ну что, все нормальные люди, я надеюсь, разошлись? Окей. Тогда мы можем поговорить о том, о чем говорят только за закрытыми дверьми. О страглинг. Я не хотел упоминать ее как в основном составе этого видео, так и подсовывать ее в топ-10, так как мало того, что я не мог понять, где ее место среди этих категорий, я в принципе не понимаю, где ее место в этой вселенной. Сначала она кажется типичным вафленым платформером, делающим упор на ватную физику. Не успевает пройти и часу, как ты отправляешься в такой кислотный трип, что даже создатели Катамари наверняка отольнут от своих косяков, если сыграть в нее. Так что если вы хотите лицезреть игровое безумие в его чистом виде, чтобы по окончанию вообще перестать понимать, что происходит, то вам в нее. Проникай туда! Проникай в щелку, кому говорят! И мать! Да-да-да! Чё уставились глазики сраные? Не видели, когда, блин, двухрукий блоб пытается пройти в щелку? Господи, выправляйся ты! О! Неизведанный тех... Нет, не в обратную сторону! Дурень! Я устал.